Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Дорогие мои подписчики, здравствуйте и гости моего канала. Также продолжается акция до конца июля. Личный расклад стоит 2000 рублей. Кто хочет заказать, пожалуйста, обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. Как можно будет со мной связаться, укажу свои координаты в описании к этому видео. Также напоминаю, что помогаю выйти из созависимых отношений. Будет непростой выход, говорю сразу, но обещаю, когда вы с этим справитесь, да, я вас столкну с этой реальностью, чтобы не было там, да, таких комментариев, что я там такая волшебница, да нет. Там будет совместная у нас работа. Кто конкретно хочет поменять свой взгляд на жизнь, взгляд на мужчин, чтобы вы правильно понимали, когда есть созависимость от человека, да, когда вы зависимы от кого-то, вы не можете принимать решения самостоятельно, да? Соответственно, с такими людьми, как вы, можно делать все, что хочешь. Это те люди, обычно, кто не умеет выговаривать слово «нет», а я вас научу этому, у кого, конечно, есть желание. Соответственно, это будет только зависеть от вас. Здесь нужна ваша решительность и ответственность за свою жизнь. Никого я за волосы не принуждаю, да, не тащу вас, чтобы вы именно обращались ко мне. Все зависит будет от вашего желания. За моими плечами большой опыт. Это для меня уже не впервые. Я знаю, на что я иду. И я понимаю тех людей, которые будут ко мне обращаться. Да, вы будете высасывать неосознанно мою энергетику. Я это все прекрасно понимаю. Знаю я, на что иду. Это такая небольшая информация. Соответственно, научу я вас считывать манипуляции, чтобы вы больше не попадали в такие созависимые отношения. Это касается не только личной жизни, да, это и работа, дружба. Чтобы вы научились в первую очередь уважать себя, соответственно, не бежали по первому зову. И сами убедитесь, что первое, что у вас будет налаживаться, когда будем проходить, да, это очищение от созависимости. Это первое, что повлияет на ваш финансовый канал. Деньги каким-то образом начнут появляться. Да? Ну все, давайте приступим к тому, что кто хочет меня отблагодарить, пожалуйста, укажу свои координаты, свой донат, куда можно отправить свою помощь. И также меня отблагодарить. Также благодарю тех, кто оказывает мне помощь в развитии канала, да. И еще что добавлю. Скоро у меня день рождения. И дай бог в свой день рождения я выйду в прямой эфир. Постараюсь. Мой день рождения состоится 25 июля. Так что, дорогие мои друзья, надеюсь, мы с вами вместе встретим его в онлайн-эфире. Почитала я комментарии по просьбе подписчиц. Давайте сегодня посмотрим скелеты в его шкафу. Да? Сначала подумайте о вашем мужчине, кто к нам придет сегодня, и будем его изучать. Так, кто первый появится? Смотрим, где он. Вот он вышел. Король Пентаклей. Так. Кто что еще? Ох, 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 вот это да. Так, девочки, встречайте своего созависимого партнера. От кого вы там все не можете избавиться. Еще могу что добавить. Мужчинка здесь непростой. Мужчинка пришел сам дьявол. Да, мужчинка здесь любит власть, деньги. У него прям очень хороший нюх на деньги. Присматривает себе женщин таких, знаете что, самодостаточных. И помимо этого, чтобы женщина была хозяйственная, помимо этого, чтобы у этой женщины были ресурсы. Ресурсную женщину себе присматривает. Так, скажу, мужчинка здесь умеет манипулировать профессионально. Это очень хороший тонкий стратег. Вечно в поисках чего-то, да, любит наслаждение, пьянки, гулянки. Соответственно, еще могу сказать, на сегодняшний день у него есть привязка к женщине, да. Мужчинка здесь созависим. Вот когда он вступает в отношения, женщина здесь от него начинает зависеть.
отношения между ним и женщиной, это становится созависимым. Помимо этого, больные отношения. Здесь может проходить вот полный хаос. Понимаете? Он может превратить из хорошего мужчины превратиться в деспота. Кто этот еще мужчинка? Угу. Так, мужчинка здесь вообще, могу еще добавить. Мужчинка либо состоял в браке, состоит в браке. Короче, здесь сообщу так. Мужчинка здесь сказочник. Преподносит он себя очень даже грамотно. Очень серьезный со стороны мужчина, да, ответственный. Он себя так позиционирует в этой жизни. Но он никогда не покажет вам, что на самом деле... Вот смотрите, он себя позиционирует как взрослого, зрелого человека, да, но на самом деле этот мужчина инфантильный, дурачок, он вечный ребенок. Если он состоял в браке, этот мужчина, да, то он, блин, та женщина, которая была с ним рядом, он как ребенок с ним, мамсик, понимаете? Соответственно, погуливать любит и ко всему относится очень легко. Но один есть нюансик. Только попробуйте предъявить ему, что в эти отношения вы больше больше вы вкладываетесь. Он вам такую историю зачешет здесь. Кстати, он может и выпивать. И вообще здесь мужчина сумасшедший, конечно. Ко всему очень-очень легко относится. Но помимо этого строит из себя. Кстати, он может даже и в церковь ходить, в мечеть ходить. Да? Ну, это видимость его такая. Какой-то еще мужчинка. Ага, здесь мужчинка постоянно пребывает в поисках, постоянно. Если он находится в паре с одной женщиной, он скрывает от этой женщины, что у него есть еще одна женщина. Если у него есть еще одна женщина, он может скрывать от второй женщины, что у него есть еще одна женщина. Причем со всеми молодец здесь и переписывается, встречается, и молодец, хорошо устроился. И этот мужчина, вот постоянно есть какая-то недосказанность. Он постоянно вот скрывает. Ну, это же дьявол же, правильно? Какой-то еще мужчинка. Ну, парный, я вам скажу. Он, конечно, либо на сегодня этот мужчина состоит в отношениях, да, семейных, либо состоял в отношениях. Но вообще, конечно, мужчина стремится к семье. Вот ему нужен партнер. Желательно, если бы партнер был бы еще с денежками. А еще есть такой нюансик, что, предположим, вы вышли за него замуж, вы не выходите за него замуж, вы выходите замуж за его друзей, за его семью. Вы не думаете, что вы будете наедине. Помимо этого, здесь мужчина в себя верит, он харизматичный здесь и, конечно, любит очень денежки. Какой-то еще мужчинка. Какой-то мужчинка. Ой, женщины с ним страдают. Пришел, ушел, знаете, нестабильный. Вот он себе позиционирует, что он хочет стабильности, семью. Да ничего подобного. Это фальшь. От него постоянно головная боль. Головная боль. Женщина не чувствует себя здесь счастливой с ним. Здесь мужчина просто пустозвон. И, кстати, может спокойно выйти из отношений. Здесь вот такой товарищ. Ну, он в поисках чего-то постоянно нового. Но женщины с ним страдают. Какой-то еще мужчинка. Ох, ёперный бабай. Кстати, на сегодняшний день у него есть какие-то дела в суде с женщиной. Кто эта женщина? Супруга. Может, та женщина просто с кем он проживал. Может, у них там за алименты они борются, да? Есть с этой женщиной у него, скорее всего, на сегодняшний день они не вместе. Да? Получает сегодня по справедливости в отношении этой женщины. Так, но, еще могу что добавить. Мужчинка здесь не признает правду этой женщины. У него своя правда. Здесь мужчина крышоед. Помимо этого, любитель может быть и выпить, погулять. Такой вот, знаете, вечный мачо в поисках вот этих наслаждений. Вот такой товарищ. Какой-то еще товарищ интересный. Ага, здесь пришел... Ох, эгоистичная скотина пришла. Постоянно манипулирует. Постоянно. Вот как еще добавить здесь? Здесь пришел манипулятор высшей категории, очень себя любит. Вот прям, знаете, наверное, с зеркалом здесь засыпает и просыпается с зеркалом. И он не меняется вообще. Ох, какой-то мужчинка. Еще какой-то. Ой, ё-моё. Так, пришел у нас здесь очередной победитель, двойственный, который разбивает сердца женщинам, предает, здесь самоутверждается. Мужчинка здесь. Почему? Скорее всего, здесь добавлю, что у мужчинки хромает, несмотря на то, что со стороны по нему, например, не скажешь, что у мужчинки с самооценкой проблемы. Но на самом деле мужчина внутри двойственный.
Понимаете, буду разбив сердце женщины, да, вот тем самым, не знаю, изменой, предательством, он самоутверждается. Ну, чтобы вы правильно понимали. Он двойственный, у него постоянно отношения здесь качелеобразные, эмоциональные такие. Сегодня хорошо, завтра плохо. И еще могу сказать, на язычок он очень острый. Будет бить по самому больному. Вот здесь такой мужчинка. Для него предавать – это нормально. Узнали принца? Вот чё к нам одни принцы приходят? Хороших пацанов что-то нет, что ли? Или вы только о своих принцах думаете? Так, ну давайте смотреть скелет. Что ж этот мужчина прячет? Давай, выдавай свою историю. Твои скелеты в шкафу. Что у тебя там в скелетах? Ага, во-первых, на сегодняшний день он вскрывает, не знаю, какую-то женщину. Вы не в курсе, но скелеты его таковы, что на сегодняшний день от него и женщина остыла, и он, понимаете, но здесь есть один нюансик. Мужчина бы не прочь заглянуть к этой женщине, не прочь. Но вот видите, между ними они как будто вот, они не вместе, это точно. Здесь мужчинка вот за счет этой женщины самоутверждался. На сегодняшний день с этой женщиной, скорее всего, контакта нет. Так, какие у тебя еще скелеты? Говори. Ох, здесь достаточно скелета. Здесь есть женщина на расстоянии, с которой отношения закончены, да, но он бы не прочь с ней заняться одним делом, понимаете, да? Еще могу что добавить. Здесь очень много тайн. Если, предположим, эта женщина является его супругой, то он от нее может скрывать, что у него есть на расстоянии та женщина, с кем он занимается кексом. Если, предположим, вы с ним просто встречались, у него здесь есть женщины, с кем он переписывается в интернете, с кем он встречается, занимается. И еще, если вы находитесь с ним сейчас, с ним просто поругались, да, какое-то недопонимание, то я, извините, вам скажу, что помимо вас еще присутствует женщина, либо женщины. В чем еще заключаются его скелеты? Мужчинка здесь, понимаете, несмотря на то, что он может быть таким харизматичным, очень деятельным мужчиной, да, внутри он очень холодный. Холодный, отстраненный, такой вот одиночка. И поверьте мне, покопаться в нем, да, ох, у него здесь столько говна внутри. Давайте будем раскрывать конкретно, что ты скрываешь. Давай, вытаскивай свое дерьмо. Ага, что ты скрываешь конкретно. А я вам скажу, что у него скелеты неудачник он, понимаете, с кем он там общается, одни разочарования. Он может вступать в отношения, да, пообщавшись, вступить в эти отношения, не знаю какие, да, у него там и треугольники, и пятиугольники, разочаровывается, не оправдывает это. Какие у тебя еще есть скелеты в шкафу? Какие есть? Знаете, что мужчинка здесь хочет, конечно, кстати, у него скелеты таковы, что он может здесь поднимать руку на женщину. Но он пытается как-то эти углы обходить. Помимо этого, внутри, в нем, вот знаете как, он хочет управлять женщиной. И все равно скелет его таков, да, вот управлять он хочет, чтобы все зависело от него. Но я так понимаю, у него это не получается. Он еще может скрывать то, что он проигрывает роль отца своего. Понимаете, тот же самый сценарий. Так, какие у тебя еще скелеты прячешь ты? Ага, скелет таков. У него есть конкретная женщина. Женщина та, которая их что-то на сегодня объединяет. В этой женщине он заинтересован материально. Почему? Ну, он так хочет, понимаете? Он все делает так, как ему надо. Он этой женщиной пользуется на сегодня. Так, какие еще ты скрываешь скелеты в своем шкафу? Мужчина здесь конкретно, что он скрывает, чтобы достичь своей цели, да. Здесь очень тонкий, очень продуманный манипулятор. Мужчинка поверил здесь в себя, преследует он только деньги. Вот конкретно, что он скрывает, если вы думаете, да, вот вступил в отношения, там, любовь, тому подобное. Ничего подобного. Здесь мужчинка скрывает конкретно, что он преследует деньги. Если мужчина на сегодня вам говорит, что он не женат, да, то он может еще параллельно скрывать, что мужчина, ну, скрывать свою семью, понимаете? И он не будет просто так вступать в отношения.
Если у вас там ни угла, ни денег, ни кола, ни двора, поверьте мне, он просто вами попользуется и пойдет дальше. А если у вас есть бизнес, если денежки есть, да, машина, квартира, поверьте мне, мальчик постарается, залезет к вам в душу. Но это будет неискренне, конечно. Он очень продуманный. Давай твои еще скелеты какие есть. О, здесь у него с крышей проблемы. Кстати, он побаивается конкретно одну женщину. Женщина, скорее всего, из прошлого. Он эту женщину очень сильно боится. Не исключая того, что у этой женщины есть от него ребенок. А еще могу добавить, что если эта женщина не из прошлого, а на сегодняшний день есть такая женщина, которая может ей управлять. Кстати, и еще могу добавить, что она может на него магичить. Именно подливать ему. Такое тоже есть. Ну, не знаю, какая там женщина рядом с ним. Не забываем, что есть еще женщина из прошлого, которая на него зла, и есть какая-то еще, может быть, с ним какая-то женщина есть, которая строит его на сегодня. И он что, какие его страхи, да, что он скрывает скелеты в шкафу, он конкретно боится здесь женщину. Женщину побаивается. И он зависим от этой женщины. Еще какие скелеты у тебя в шкафу. Ох, а еще могу добавить, что вот опять здесь. Здесь есть конкретно женщина. Не знаю, по поводу этой женщины мучается, переживает. Не исключаю, что у этой женщины либо есть ребенок, либо это совместный их ребенок есть. Здесь сама вышла императрица. Это не королева, это уже императрица, пришла серьезная фигура. Вот он по поводу этой женщины пыхтит. Какие-то страхи. Ну-ка, какие у тебя страхи касательно этой императрицы? Так, скорее всего, между ними на сегодняшний день нет общения. Мужчинка здесь, женщина могла его выгнать из своей жизни, да, но мужчинка не меняется. Вот его скелеты, знаете, какие? С этой женщиной, да, и вообще мужчина здесь, вот его самый большой скелет в том, то, что вот его устраивает. Он плывет по течению, в треугольнике, помимо этого защищает. Что-то скажете не то, все польется грязь. Здесь очень мужчина агрессивный, зависимый. Помимо этого, кстати, он очень, знаете, завистливый такой мужчинка. Он это очень хорошо скрывает. Понимаете? А в отношении этой женщины, женщина, скорее всего, здесь... Он сам сделал выбор в пользу другой женщины, а женщина его здесь не выбрала. И между ними болото. Его это тоже ситуация не устраивает. Но к этой женщине, вот именно к этой женщине, которой он там не может прийти в себя, да, он этой женщине завидует. Вот у него есть к этой женщине зависть. Так, какие еще у тебя скелеты в шкафу, милый, дорогой? Ой, жадные. Здесь, знаете, вот он будет за свои трусы держаться до последнего. Жалко мне тех, кто с ним проживал. Жалко мне тех, кто на сегодняшний день с ним в отношениях. Здесь мое. Вот такой вот. Он мелкий, незрелый, мелочный, очень мелочный тип такой. Но у него здесь скелеты, жадность свою прячет. Понимаете, свое просто так не отдаст. Да? Какие у тебя еще скелеты в шкафу? Конфликтные. Независимо от того, жена будет рядом, любовница, кто, мужчина постоянно конфликтует. У него, скорее всего, мать либо его недолюбила, да, вот скелет, его недолюбленный ребенок, агрессор, причем это постоянно. Просто знаете кто? Актер, клоун остается один, актрисы меняются. И все. Он один и тот же сценарий проигрывает. Опирается постоянно на женщину. Женщина во всем виновата. И, кстати, ищет таких женщин, которые бы хорошо бы стояли бы на ногах. Помимо этого, не дай бог, чашку не так поставь. Там услышите о себе много чего интересного. Здесь мужчина очень конфликтный, ревнивый. Опять повторюсь, завистливый. Да? И, кстати, еще могу что добавить. Когда он, будучи в отношениях, может прислушиваться либо к сестре, к матери. Вот у него тоже есть такое. Здесь вот типаж такой. Какие у тебя еще скелеты в шкафу? Знаете, мужчина этот проблемный. У него очень много страхов, неуверенности в себе. Кстати, для кого он там кажется святым, да, что он такой ответственный мужчина, нет, это мужчина балабол, сказочник. Помимо этого, он скрывает, понимаете, когда вот, предположим, вы только познакомились с ним, да, мужчина беспроблемный, может помогать, тому подобное. Только вы с ним вступили в серьезные типа отношения, все, поверьте мне, знаете что, весь груз
За все эти отношения будете отвечать вы. Мужчина – это для женщины ноша. Вот что он скрывает. Помимо этого, он еще может в начале отношений, либо там, да, скрывать то, что он балабол, а может еще и бухать, и погуливать, и все. А еще могу что добавить. Он здесь душу не раскрывает. Все, знаете, на поверхности. Какие у тебя еще скелеты в шкафу? О, кстати, для кого-то, кто с этим мужчиной, предположим, встречался, он конкретно мог от вас скрыть то, что этот мужчина на сегодняшний день женат. Да, у него какие-то там разборки в семье. Вот, он мог вам сказать, обвинить, что там, короче говоря, жена такая-сякая, что вот разочаровался в этом браке, иду в будущее, тому подобное. Скелеты на самом деле этот мужчина, понимаете, получает по заслугам. Кто с ним там развелся на грани развода? Он скрывает то, что на самом деле, когда от него отказываются, да, все это справедливо. Вот что заслужил, то и получи. Но нет, здесь мужчинка у нас такой, он выставит свою бывшую, ну кто вы там, жена, любовница, поверьте мне, здесь обольет грязью, прославит вас на весь мир, что вы такая конченая. И еще могу добавить, что вот скелеты у него какие, если вы с ним... Мне просто жаль, да. Если вы вышли из отношений с этим мужчиной, поздравляю вас. Если вы с ним вступите в серьезные отношения, это просто для вас будет ноша. Пусть вам Бог поможет. Какие у тебя еще конкретные скелеты? Во-первых, скелеты такие, что, во-первых, для себя он женщин ищет, самодостаточных женщин ищет, красивых, ухоженных. А еще что добавлю? Это для тех, прозвучит, какие у него скелеты в шкафу, да. Предположим, вы с этим мужчиной расстались, вы не общаетесь, да, но у этого мужчины есть планы, если только вы состоялись с ним в серьезных отношениях. Он может, будучи сейчас находиться в отношениях других, да, если вы с ним проживали, у вас были семейные отношения, либо все к этому шло, он может скрывать от той женщины, с кем он находится рядом, что на сегодняшний день он бы не отказался бы от той женщины, с кем он состоял в браке, у кого есть там совместные дети, и на сегодняшний день, может быть, вы его супруга, да, может быть, та женщина, с кем он просто проживал, да, его большой скелет все равно в том, что он заглядывается на эту женщину. Почему? Потому что с этой женщиной у него отношения обнулились. Соответственно, да, женщина в его сторону не смотрит, тем самым мужчина заинтересован в ней. Почему? Потому что на сегодняшний день женщина сама себя обеспечивает. Если есть ребенок рядом с этой женщиной, в этом мужчине она в нем не нуждается. И этот мужчина с этой женщиной был когда-то счастлив. Соответственно, он бы не прочь, если вы находитесь в качестве, не знаю, там, той женщины, с кем он просто встречается, он от вас скрывает, что на самом деле у него есть брак. Ну да, либо мужчина был женат, но он бы не прочь опять создать союз с этой женщиной. Кто? Может быть, это вы. Понимаете, что ваш бывший там о вас вспомнил. Примирение хочет. Какие у тебя еще скелеты в шкафу? Ох, блядство его, вот он, что он скрывает. Шляться будет так же, будет двойственность, скрывает то, что он пожизненно неопределенный, куда он там, запретов для него нет, понимаете? Он отстаивает свое, если, я вам еще раз сочувствую, если вы вступите в отношения с этим мужчиной, будет говорить одно, делать совсем другое. Вы даже не заметите, как, оказывается, перед вашими глазами пробежало стадо овец, ну, соответственно, стадо любовниц, да? Здесь мужчина будет как уж на сковородке вертеться. Он еще скрывает свою неуверенность, такое тоже есть. Еще какие скелеты у тебя в шкафу? Ох, как он хочет, понимаете, что либо здесь выздороветь, либо хочет, чтобы этот уже закончился, вот этот, чтобы это время стагнации для него закончилось. Почему? Он очень скрывает то, что он преследует здесь, очень жаден до денег, понимаете? А здесь, скорее всего, он, наверное, впахивает, а денег больших нет. Либо он мало усилий прикладывает, да, и вот деньги хочет, вот он прям вот хочет таких денег. А зачем тебе эти деньги такие большие? У него какое-то там невезение по поводу денег. Он хочет, чтобы это уже какая-то у него стагнация, чтобы это прекратилось, да. А все почему? Он может, кстати, на нескольких работах работать. Предположим, одна официальная, там подработка. И что-то
ничего не выходит. Его эта ситуация не устраивает. Мужчина хочет уже изменений, да, именно чтобы финансовый канал открылся. Но не пруха, да. Так что не обольщайтесь, если вы там. Если вы, конечно, у вас есть бизнес, то тогда, пожалуйста, он будет и петь, и танцевать, и что хотите. Но говорю сразу, что он вас здесь обчистит до нитки. Будет, извините, плясать на ваших костях. Вы окажетесь в этих отношениях жертва. Будете страдать, пока он вас полностью не высосет, не отстанет. И вы будете, он вас втянет в такие созависимые отношения, подыхать будете. Поверьте мне, у этого мужчины в первую очередь денежки. Какие у тебя еще скелеты в шкафу? А его, кстати, постоянно Бог, кстати, он получает по шапке. И он, кстати, боится, вот его большой скелет в шкафу, да, он боится то, что, понимаете, вся вот эта вот вся грязь, она вот вылезет наружу. Все узнают, кто он такой, а здесь человек непостоянный, пришел, ушел, и любитель легких отношений. Все, что он там говорит, он очень, кстати, этого боится, что, не дай бог, вылезет все это наружу. Вот его такие скелеты. Кстати, он очень боится еще за все это получить по башке. Какой еще у тебя скелет? А что прячешь ты? А вот я вам скажу, кстати, он боится вообще остаться в одиночестве, никому не нужным. Мужчина здесь фантазер, мужчина здесь обманщик, мужчина здесь манипулятор, вор. Понимаете, что он скрывает, вот еще раз опять добавляю, да, будучи, вначале там пришел в ваши отношения, сам принц пришел, к вам относится по-человечески, как настоящий мужчина, уделяет и внимание, и все, но с каждым разом все меньше и меньше и меньше, потом начинается обесценивание, да, соответственно, женщина начинает страдать, он высасывает с нее вот всю вот эту жизненную энергию, обманывает ее, понимаете, он сам по себе, он калека. Калека, но он это тщательно скрывает. Он скрывает то, что он постоянно в этой жизни перебирает, что он фантазирует, понимаете, но он не хочет, чтобы вся эта пошлая, да, вот это нищенское его нутро вылезло наружу. Понимаете, что он такой на самом деле подлый тип, хотя снаружи по нему не скажешь. Здесь мужчинка продуманный, молодец. Что ты еще скрываешь? А, кстати, еще скрывает то, что от него, что со здоровьем у вас будет проблемы. И у него, кстати, есть со здоровьем проблемы. Он тоже тщательно это скрывает. Какие еще у тебя есть? Ой, скелеты в шкафу. Так, мужчинка здесь. Кто-то его когда-то размазал, да? Кто-то здесь его недооценил в прошлом. Он это тоже тщательно может скрывать. Кто-то его размазал, не знаю, может вы, может кто-то другой, понимаете, но кто-то из прошлого. Либо, может быть, его недолюбили в детстве, да, тем самым сейчас самоутверждается, женщину уничтожает. И поверьте мне, с ним, как он бы ни говорил, с ним счастья не будет, не будет. Выходите из этих иллюзий. Кто ты еще, какие скелеты ты скрываешь, молодой, интересный? Так, поверьте мне, придет время... Здесь мужчинка примет решение, что ему нужно сваливать, и свалит. Он непостоянный, что у него постоянно переписки, что он на самом деле просчитывает каждый шаг. Здесь очень хитрый. Каждое слово он продумывает, понимаете, как выйти из той или иной ситуации. И еще могу сказать, он очень тщательно скрывает то, что вот этот меч, он может вам и в сердце, и в спину. Такое тоже. Что ты еще скрываешь, молодой, интересный? Кстати, он тщательно скрывает то, что кто-то его недооценил, его чувства, кто-то ему сердце разбил. Помимо этого, женщина, это женщина, которая с ним на сегодня не общается, к этой женщине он испытывает чувства. Эта женщина от него закрыта. И еще могу что добавить, да, мужчина здесь боится, что женщина здесь может его недооценить, да. А еще он может что скрывать? То, что женщины от него отказываются, не везет ему, понимаете? Он, кстати, может еще скрывать то, что он пригласит вас в любовный треугольник, пострадаете. Здесь, правда, от него женщины отказываются от этого придурка. Он женщинам и сердце разбивает, соответственно, кто-то есть, кто ему разбил. Какой еще ты скелет скрываешь? А здесь эмоциональный закрытый придурок. Не признает он свои ошибки, хотя у него ошибок выше крыши.
Здесь может, кстати, в прямом смысле на вас напасть, обматерить, руку поднять. И поверьте мне, его жизнь ничему не учит. Он придурок, у него с эмоциями проблемы. Ему нужно, знаете, либо к психиатру, наверное, обратиться. Он не признает своих ошибок, вот в чем. И то, что скелетов у него здесь дохренище. Какие еще у тебя скелеты есть в шкафу? Он, знаете, что он сам по себе разрушитель, разрушитель. У него, он боится, вот у него боится, да, что его недооценят здесь. Вот у него какие здесь. Здесь у него психика, понимаете, расшатанная. Больной, он больной. Он еще и обидчивый. Женщина бросает, понимаете, вот все, что он строит, все рушится. Хотя себя преподносит здесь, посмотрите, каким красавцем. Но за этим красавцем у него, посмотрите, сколько разрушений. Он придурок, он сам все разрушает, и он этого не понимает. Он больной человек, что с больным-то разговаривать? Понимаете? Ну, напоследок, что ты еще скрываешь? Какие скелеты у тебя в шкафу? Кто там ожидает, кто мечтает от него что-то получить? Какие-то выплаты? Здесь, может, когда-то в будущем. Он скрывает то, что он постоянно нуждается в помощи. Понимаете, здесь мужчинка о себе высокого мнения, придает он, как здравствуйте, да. Мужчинка здесь особо не скажу, что прям щедрый, нет. Здесь мужчинка такой вот очень хитрый, мерзкий тип. У него характер очень такой мерзкий. Есть женщина, он кому-то здесь должен, может, дает какие-то мизерные копеечки. Но он придурок, эта женщина с ним на расстоянии. Но и еще что добавлю. Здесь не ждите, здесь очень мелочный мужчина, очень и предатель, такой вот подлый. Когда я же вам говорю, кто вы там, любовница, жена, неважно, подруга, все. Он понял, что с вас уже иметь нечего, да? Он с вами поступит здесь как последняя свинья. Но он это тщательно скрывает. Какие у тебя еще скелеты в шкафу? Так. Скелет его таков. Самый большой еще скелет. Попадете с ним в отношения, вы попадаете с ним, еще раз говорю, в созависимые отношения, будет бить, гулять, обманывать, манипулировать, все, что хотите, но при этом со стороны будет выглядеть святым человеком. Кто для него учитель? Он приходит в судьбу людей, да, женщин, разрушать. Сначала, конечно, любовь типа там, да, но этот мужчина... женщина начинает привязывать. Вот этот союз, когда вот вступает, да, он сам тоже боится попасть под влияние женщины. У него тоже есть такое. Ну и сам говорю, он далеко не святой. А еще могу что добавить, да? Сколько волка не корми, все равно будет в лес смотреть. Если он тиран, таким и останется. Он это тщательно скрывает. Понимаете? Вот его все скелеты. Он здесь все скрывает. Но здесь сам натуральный здесь пришел деспот. Он скрывает то, что от женщин он хочет все. И поверьте мне, не вы так другая, не другая так третья. Вот такой у нас сегодня был расклад. Благодарю вас всех за обратную связь. Буду читать ваши комментарии. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи, мои любимые подписчики и гости моего канала. Подписывайтесь.